друзья! Мы собрали полезные советы и хитрости, которые помогут вам не запачкать много посуды, избежать кулинарных неудач и приготовить божественно вкусную выпечку. Итак, начнем. Противень для выпечки сдобных изделий лучше смочить водой, а не смазывать маслом. Готовый пирог будет легче вынуть из формы, если сразу после выпечки поставить его на хорошо смоченное в воде и не отжатое полотенце. Добавьте в тесто разбавленный картофельный крахмал, и оно будет пышным и мягким даже на следующий день. Многие хозяйки готовят на праздничный стол пирог, представляющий собой форму из теста, заполненную начинкой. Чтобы основа для пирога была хрустящей, влейте в тесто 2 столовые ложки водки. Духовка не всегда прогревается равномерно, поэтому выпечка имеет свойство подгорать или не пропекаться. Чтобы исправить эту ситуацию, используйте второй пустой противень. Ставьте его ниже или выше, в зависимости от того, где у вас больший жар. Он способствует поглощению излишнего тепла. Если к смеси творога, яиц и муки для сырников добавить немного растительного масла, сырники получаются пышнее и вкуснее. Если печь открытый пирог с фруктовой или ягодной начинкой, сок во время выпечки убегает и подгорает на противне. Но есть выход. Воткните в начинку вертикально несколько макаронин с отверстиями. Кипящий сок поднимается по этим трубочкам, а из пирога не вытекает. Из готового изделия макароны, конечно же, нужно будет вынуть. Чтобы готовить блины быстрее и не разбрызгивать тесто, его следует перелить в пустую бутылку, например, из-под кетчупа, и дозированно выливать на сковородку. Чтобы выпечка получилась идеальной, не используйте для измерения ингредиентов стаканы. Побалуйте своих домашних и приготовьте по-настоящему вкусную шарлотку. Чтобы яблоки не опустились на дно формы, обваляйте их перед приготовлением в муке. Если для приготовления какого-либо лакомого десерта вам необходимо взбить крем из сметаны, то добавьте к ней яичный белок. Так вы получите действительно пышную, легкую и воздушную смесь. В любое тесто, кроме пельменного, слоеного, заварного и песочного, добавляйте манку. Достаточно лишь 1 столовой ложки с горкой на пол-литра жидкости, и тесто не будет высыхать и становиться черствым. А это особенно актуально для хлеба, оладий, пирогов и блинов. Обязательно просеивайте муку для теста. Это, пожалуй, одно из главных условий вкусной и аппетитной выпечки. Просеянная мука обогащается кислородом, из нее удаляются посторонние примеси. При приготовлении пирогов старайтесь использовать не металлическую или керамическую, а стеклянную посуду. С ее помощью вам будет легче следить за тестом и избежать пригорания. И последний совет. Готовьте с любовью. Это лучший ингредиент для любого десерта. Удачных кулинарных подвигов!